Привет-привет! И мы снова куда-то едем. Сейчас как раз у нас 3 выходных, а в Вене подходит к концу пасхальный ярмарка. Поэтому мы едем туда. И наша первая зарядка находится на заправочной станции Орлен. И у меня есть традиция. В начале каждой поездки мне обязательно нужно выпить мой любимый кофе, который есть именно на этих заправках. Ах да, я сладкоежка, поэтому мой любимый кофе – Мокко. Вечером мы успели лишь немного прогуляться по Вене, поэтому предлагаю присоединиться к нашей прогулке утром следующего дня. Для завтрака мы выбрали кофейню около отеля. Внимание знатокам! Какой австрийский кофейный напиток обязательно нужно попробовать? Надеюсь, вы ответили меланж. На вкус меланж как капучино, хотя, по идее, сюда еще добавляют сливки. А вот так выглядят наши завтраки. Поставьте лайк моим друзьям, которые терпели и не начинали кушать, пока я не сниму видео. Я знаю. Наполненные силами и завтраком мы добрались до места назначения. Добро пожаловать на ярмарку у дворца Шонбрунн. Посмотрим, что же здесь интересного. Ого, а это смеси для всего. Вафель, печенье, холодного кофе, хлеба. Ух ты, и даже батончиков мюсли. Эти изделия из дерева выглядят и правда здорово. Прям захотелось что-нибудь прикупить. Хорошо, что дома для этого нет места. Кстати, интересная задумка. Картины с разными городами на них. Хотя странно было бы привезти из Вены что-то кроме Вены. Ну и куда же без пряников? Ни одна праздничная ярмарка без них не обходится. Вы только взгляните, какие восхитительные керамические изделия! И девушка расписывает их вручную. А этот зайчик покрыт золотом, и стоит он где-то 200 евро. Я забыла, если честно. К слову, это настойчиво предлагают попробовать. Мне кажется, за последнее время я видела уже огромное количество свечей в совершенно разных формах. Не проходим мимо. Вы можете сейчас видеть временную достопримечательность и по совместительству звезду Инстаграма, инсталляцию из яиц. Поскольку это пасхальная ярмарка, то самыми интересными для меня являются подобные стенды. Это сделано на настоящей скорлупе, а она довольно хрупкая. А теперь предлагаю немного отвлечься и подняться к панорамной террасе. Мы были здесь ровно 5 лет назад, в мае 2019. И вот какие фото 5 лет спустя у меня получились. А теперь давайте свернем немного не туда и очутимся в Венском зоопарке. Здесь мы повстречали пеканов. Вот они все чешутся, что у них там интересно? Какие тут игривые морские котики! Как водичка, брат? Хорошо, прыгай. И меня подождите. О. Тык-тык-тык. Присядь. Братан, уплыл без меня, догоняю. А этот товарищ кричал, и как только я включила камеру, знаете что? Да, он замолчал. И я впервые увидела горных козликов. Там еще где-то малыш бегает. Выглядит, что гепарду здесь скучновато. Но какой он безумно красивый. А ты сделай кс-кс-кс. Предлагаю еще немного прогуляться по зоопарку. Еще здесь живут жирафы, которые все время что-то жуют. И коалы. Они как будто что-то знают, либо следят за нами.
Так, у панды перерыв на обед. Ой, и у кенгуру. Пардон, приятного аппетита. Может, хоть у лемуров не обед? Упс, неловко получилось. Да, ребятки, променяли вы друга на эту свою романтику. Тогда посмотрим на рыбок. Может, хоть у них не обед. Ой. Здрасте. Привет, привет. Пожалуй, вернемся на ярмарку. Кстати, это все те же домики, что вы могли видеть в выпуске про рождественскую ярмарку. Отличаются только масштабы и декорации. Но еды здесь по-прежнему много. Подушки крутые. Даже интересно, к какому интерьеру они хорошо подойдут. Конечно же, куда мы без шоколада. Но вы только посмотрите на эту шикарную кассу. Но вот эта станция выглядит максимально привлекательно. Я бы даже закупилась здесь чем-нибудь для дома, честно. Так, теперь нам нужно попробовать что-то максимально венское. Что бы это могло быть? Да, и еще раз да! Знаменитый торт Захер. Мы пришли в кофейню от отеля Захер, чтобы попробовать этот десерт в максимально правильном исполнении. Обычно здесь можно встретить довольно длинную очередь, но нам повезло, мы пришли незадолго до закрытия и прождали всего 10 минут. Пойдемте скорее за столик, делать заказ. Кстати, меню здесь не маленькое, и помимо Захера здесь есть и другие десерты, и даже различные напитки. Но решено было взять интрига Захер и меланж. Немного о самом торте. Данный десерт представляет собой шоколадные бисквитные коржи с минимум одним слоем абрикосового конфитюра. Сверху по бокам покрыт шоколадной глазурью и чаще всего подается со взбитыми сливками. Был разработан он предположительно в 1832 году 16-летним Францем Захером. Однако на тот момент торт остался без должного внимания, и только в районе 1848 года рецепт был немного изменен и представлен на широкие массы. Хочу заметить, что торт подается со стаканом воды, и это не просто так, он действительно очень сладкий. Лично мои рецепторы были в шоке. На следующее утро мы уже отправились на завтрак. Ты еще не наливал, да? Интересно, весело. Сейчас Вика такая, ну это мне на все время еды, чтобы видеть, как я ем. Там зеркальце, знаешь. Вот так не просто пытаться быть блогером. И если вы еще не поставили лайк парням, то оцените хотя бы то, что они пожертвовали чайником ради съемки. А вот такой у нас получился завтрак. У парней что-то вроде английского завтрака. А это их фирменный десерт. Мне он чем-то напомнил десерт хворост, но чуть более плотный. Ну что же, у нас осталось две небольшие ярмарки, расположенные рядом. Воу-воу-воу, не знаю, при чем здесь Пасха, но я бы тут задержалась, чтобы выбрать палочку. На самом деле ассортимент ярмарок очень похож, только здесь больше украшений, бижутерии, хотя и что-то отличное найти все же можно, например, лавочку Гарри Поттера. А давайте еще ненадолго заглянем на соседнюю ярмарку. Вероятно, вы могли видеть это прекрасное расписное яйцо в соцсетях. А дымящие штучки – это вообще классика всех ярмарок. Но здесь украшенных яичных скорлупок больше, чем на предыдущих ярмарках вместе взятых. Я удивляюсь, как им удается их украсить и не сломать. А вы бы купили себе такие? Ну что же, в заключение попробуем самый дорогой кофе в Вене. Для этого мы пришли к такому окошку и будем пробовать кофе в вафельном рожке. Мой вердикт, пожалуй, заедем еще раз за моим любимым мокко на заправке.
Ну и отдельно мороженку купим. А где-то там мусоросжигательный завод. Вон его на крыше торчит. Вот и закончились наши выходные. Огромное спасибо за внимание. Пишите, как вам такой формат выпуска. А я желаю вам прекрасного дня и до встречи совсем скоро в новых видео. Пока-пока!